Что для вас значит осень? Для меня это любимое время года, когда все так атмосферно преображается в золотистые цвета, такие оранжевые, ржавые. И это добавляет какой-то атмосферы и вайба. Прям хочется просто ходить и наслаждаться этой красотой. Вот и этот мини-влог посвящен обычным гуляниям где-то там, где не гуляет много людей. Поэтому, так сказать, покажу затерянные тропинки, где никто не ходит. И как красиво все же природа. И как любитель каких-то затерянных мест, я обычно выбираю такие пути, где вряд ли кто-то пойдет. И они мне кажутся очень интересными и захватывающими. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. Как считаете, сколько на планете существует мест, куда просто не доходят люди, а по красоте они не уступают никаким инстаграмным местам? То есть для меня, мне кажется, весь вайб кроется не в инстаграмности или популярности места, а когда место попадает сюда, тогда вот это хорошее место. Сезон каштанов начался. Помню, как в детстве к школам ходили, собирали целые мешки этих каштанов, а получали взамен аж спасибо. Гуляю сейчас по этим местам и прям такое чувство ностальгии, как будто бы как в детстве приехал куда-то в деревню к бабушке, дедушке и идем по грибы в лес. Это как раз была предосень, лето, и в то время казалось, что капец это скучно, куда вы нас тащите, дайте в телефонах посидеть. Хотя мне сейчас вообще это кажется реально детским лепетом. Ну вот, ну кайф. Мне просто, не знаю, нравится выбывать в какой-то атмосферной локации, что ли. Не знаю. Поплавать на корабле вроде очень интересное занятие, но количество людей вокруг, оно же просто портит все ощущение какой-то свободы и какого-то наслаждения. А я тут один, развлекаюсь, хожу, и мне классно. Так что не мешайте мне ловить вайб. Шел, значит, а оказывается пришел на военную базу, и съемка там запрещена. Съемка видео запрещена. И в принципе туда заходить нельзя. Поэтому придется делать небольшой крюк и пойти какой-то другой тропинкой. Вот к чему приводят затерянные ваши тропинки. Лякая махина прям. Ну, такие на гонках, на выживание участвуют. Знаете, я из того типа людей, которые просто в любой вещи видят что-то атмосферное. Но я ненормальный. Ну вайб. Ну вайб. Иду такой, тут прям марафон из велосипедистов. Что за фигня?
Думаете, возвращаться надо за телефоном? Поднялся на мост. Ну и тут прям красиво. Как сказал бы настоящий австриец, das ist Wahnsinn. Ну я ненормальный. По секрету скажу, что у меня есть еще пару идей, каких можно снимать. И одна из них это где-то в ближайшие года снять фильм. И вот ездя вот так по Австрии, я понимаю, что у меня в арсенале уже довольно много всяких очень классных локаций, где можно снять красивые кадры. Чем вам не кадр с фильма? Так, сейчас мы, короче, спустимся с этого моста и пойдем к тому замку. И там проведем какое-то время. И я хочу еще увидеть закат. Закаты, как мы знаем, хорошо снимаются. Тут, короче, под мостом есть какая-то такая будка. Интересно, там кто-то живет? Это выглядит, знаете, как в Майнкрафте, когда построил дом где-то в горе. Вот это примерно так же сейчас чувствуется. Вы понимаете? Вот в такой свободе тут просто вся атмосфера. Хоть кричи, хоть не кричи. И будет тебе кайф. Так, я нашел скрытое убежище, что ли. Давайте посмотрим, что это такое. Инки, главное не споткнуться. Вроде подняться можно, никаких знаков нету. Опс. Ну это просто электрический стул. Тут дальше пути я не вижу, поэтому мне придется, наверное, обратно идти опять. Да ё-моё! Ну вот просто кто еще будет брать и пытаться изведать каждую тропинку на пути? Ну я ненормальный. И разве это не красиво? Ну и целью моей поездки был вот этот замок, который находится сзади меня. Он красивый. И нет, я не буду никаких строчек из Википедии вам втирать. Когда его построили, кто там жил, кто родился, кто еще что-то там делал. Мне это не интересно. Я приехал просто посмотреть на него, насладиться видом. А если вам интересно вот название или координаты, сами гуглите. Вам цветочек. Won't you get down with me, down with me, down with me? Oh, you down with me, down with me, down with me. Won't you get down with me, down with me, down with me? Oh, you down with me, down with me? Hold on. I got a crowd wrapping around the whole town for me. Name on my crowd, got a thou in the balcony. Nah, 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 I don't hear no clown talking foul on me. Голая кукуруза. Приятного аппетита. Won't you get down with me, down with me, down with me? Hello. Max March out with the polo. Like my style, don't you? Nights like this, I wish I was with you. Turf roll out the Henry rucks. She
気づいていたんです。あなたが私を見ていてくれたこと。じゃあ、リゼさんも。Alright, alright. Whoa, why you pointing at me with the knife? I've been cutting corners all my life, girl. But terror doesn't blossom overnight, no. She's running through the city in a rampage, pressing on her fingers till the burns break. There's blood all in her nerves from the birth pain, but a needle to the skin will make the pain fade. This is what I do. Take another bite. Big enough to chew. She said, careful or you'll lose it. But girl, I'm really human, and I know there's a blade where your heart is. Ну, получается, я вот дошел до такой смотровой площадочки на этот замок. Он, конечно, не прям впечатляет, но он атмосферный. И за это вайпик. Ну и в принципе я не собираюсь делать этот влог каким-то длинным и насыщенным. Я думаю, простота тоже имеет свой вайп. Да, такой небольшой трипчик получился. Я кайфанул. Я надеюсь, я передал атмосферу таких одиночных вылазок, чтобы посмотреть на природу и почувствовать себя частью ее. Спасибо за просмотр. И увидимся тогда в новых влогах. И влог для вас кто снял? Ну, я снял. А, тут написано. Это у нас что-то интересное, короче, что. Вам цветочек. Какое-то кладбище ковшей, что ли, нашел.